Акт насилия над волей. Я не предал своих. Человек, ты слаб. Человек, ты попался. Хотя я вовсе не был уверен в успехе, когда изобретал способы защиты. Конечно, можно сколько угодно говорить, что сопротивление самым технически развитым цивилизациям бессмысленно. А я не мог позволить себе, чтобы какой-нибудь дурень, мельком видевший людей, смог сразу же заставить меня поставить воякам цель уничтожения Земли. У них всегда свежая кожа, в остальном медицина для своих тоже на высоте. Не спрашивайте меня, какие земные книги ради усмирения страстей я привлекал, чтобы восторжествовала культура. Такие испытания напоминают охоту, но только в моем случае у дичи есть шанс. Но не мне же в такой ситуации цепляться за жизнь. Инопланетяне, которые меня пленили, пронеслись мимо ненужной им Земли и захватили меня, образец в доказательство бесполезности высших форм жителей планеты. Простите, что не расскажу подробнее. Сегодня утром экран важных заданий загорелся впервые за год, так что придется слушаться и выполнять. Хорошо, что сумел от руки исписать десяток листков на языке инопланетян. Но они мне, похоже, вечером пригодятся. После прошлого такого задания мне стало плохо. Я пытался уговорить себя не нервничать, но потерял сознание. Конечно, инопланетяне не считают меня чем-то выше дурака, над которым положено смеяться. Но это и хорошо там, где каждый местный и несколько видов роботов имеет право в любой момент убить тебя. Я рад, что сумел рассказать о земных идеалах и надеждах. Счастлив, что тут дали работу уборщикам. Меня бы утилизировали, подавляя отвращение, если бы на каждом допросе после моего появления на корабле я бы не смог быть достаточно красноречивым. Если вы любите фантастику об идеальных и слабых, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Поставьте лайк этому видео, помогите в продвижении канала среди своих друзей. Я застегнул форменный жилет. Взял перчатки, пакет, веник и совок. Там удачно встроены ключи, пароли и возможность применить их только для меня. Зная, сколько рук задрожали бы, узнав о открытых для меня шлюзах, не скажу их число. Прошел налево, в горизонтальный лифт. Минуты 3 пересадок на палубах. Приходится ждать, пока машины сканируют допуски. Ходы этих скоростных доставщиков как паутина, но я быстро попал в жидкий садик, где на качалке сидела, уже закончив тренировку, Матринона. Мать хозяина. Она вертела полотенце и как только меня увидела, возбужденно заговорила. «Милый Петр, как чудесно, что это вы! Встретить вас – это как хорошая примета на весь день». Петр Карский, это я. Не стал менять имя после перемены галактики проживания. Очень вам рада. Не хотите меня навестить завтра днем? Попьем вместе чаю. Ах, какое счастье, что вы поселились в нашем доме. Матринона все еще говорила, что рада меня видеть, когда я открыл дверь в коридор с запахом свежих цветов, потом из ее комнат прошел к лифту в кабинет хозяина. Туда можно попасть, минуя спортзал, но я не хотел по дороге встретить даже и одного из его гостей. Командор 8-го ранга Статика Лубика мой работодатель. Сын Матриноны. 8-й уровень от верхнего, что-то вроде земного полковника или чуть меньше. Он уже в отставке. Звал меня к себе на встречу с важным человеком к 4. Было уже 5:30. Если гость готов меня дожидаться и сейчас, придется проявить максимум мудрости. Конечно, тот самый гость был не единственным посетителем. После моего прихода они еще оживленно разговаривали. Лавируя между тумбами, креслами и столиком, я демонстративно расставил и подключил 12 видеокамер. Голоса присутствующих исчезли из фона, когда я проверил слышимость трансляции. На другом конце было несколько телеканалов из соцсетей, поэтому я показывал каждый текст зрителям мельком, потом разбрасывал листочки, которые приготовил с утра. Их фотографии, резкие, пригодные для вставки. Вначале около чашек, потом на полу. Под ноги мне удалось засунуть короткую записку якобы от имени Васисы Пикер, матери-одиночки с 3 детьми.
Они все о ней слышали, пресса много обсуждала, потом жители бросали копейки, не дали умереть от голода из-за незаконного увольнения и черного билета. Остальные письма были от нее и других беспомощных бедняков, менее известных. Несколько полных слез историй я бросил посреди кабинета. Потом демонстративно убрал несуществующий мусор вокруг них. Был тот самый человек с юристом или секретарем, наверное. Принимать помогали сироты, которых Статика Лубика пригрел после гибели отцов, его бывших подчиненных. Приземистый Ратут и Самату с желтоватой кожей и густыми волосами. Давно свои люди, он дал им работу, комнату, кусок местного хлеба с маслом и покровительство. Гости уже смотрели на меня. Хозяин покраснел, покрылся мелкими морщинами, как будто уже не ожидая, что я сяду рядом. Но он знал, что я не пригоден для светских целей, когда велел мне явиться сюда именно приказом. Записку Васисы Пекер я сумел подпихнуть под сапог именно тому важному гостю, которого Статика утром меня просил встретить и быть с ним полюбезнее. Он хотел светской беседы и радости. Я вынужден был сделать все, чтобы даже вежливые сироты не смогли потом поднять настроение миллионеру Панчиту Ткан. Больше мне там нечего было делать. Я закашлялся так, будто дыхание Панчиту Ткан делало меня больным, и покинул кабинет. На обратном пути снова сад. Матринона меня дожидалась. Я не слушал ее комплименты. Ратут и Самату хозяин любят так же сильно, но они держатся намного скромнее. Конечно, он дал им заботу и образование, пристроил к себе и воспитывает порядочными людьми. Любит так же, как родную мать. У него нет своих детей. Сколько раз он говорил, что сироты ему их заменили. А они ему были очень полезными. Например, честно помогали в его делах, хотя образования и таланта им давно хватало на личный бизнес. Никак не могу сложить в своей голове, почему Статика позвал Панчиту Ткан. Я и зашел в кабинет по его требованию только потому, что хотел посмотреть, как в присутствии миллионера хозяин будет чувствовать, что рядом дикий, непредсказуемый и очень мелочный подлый человек. Судя по лицу, он испытал нужные чувства. Да. Пусть он не будет деревяшкой, нельзя ограничивать себя ради безнравственного, ничего не стоящего человека с высокими доходами. Он говорит о себе хорошее. Не подражай. Если вы любите юмористическую фантастику, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео, помогите в продвижении канала среди своих друзей. Статика постучал в мою дверь вечером. Я не хотел его пускать, но он настаивал. Как только щелкнул замок, просто ворвался в комнату и рухнул на кресло. «Прошу меня простить», — сказал он, запинаясь. «Я знаю, что вы очень порядочный человек. И, конечно, знаете, что Васиса Пекер так и не получила компенсации от Панчиту Ткана, хотя ее жалел весь мир. Уверен, что версии страданий всех остальных людей вы тоже проверили. Нет, я не утверждаю, что он не виноват хотя бы в одном случае. Ничего подобного. Но воспоминания об их преследованиях страшные. Не стоило говорить о них, когда я собирался заключить с ним выгодную для меня сделку. Я не счел нужным сообщать, что Статика и так достаточно богат. Я всего лишь глупый уборщик, в мире, где любой мусор обычно дело машин. Но вы придаете вид легальности делу сбора денег тому, кто делает черт знает что. Не будьте машиной. Вы публично сочтете эту иллюзию богатства разорителем бедняков. Я верю в твою добропорядочность, Петр Карский. Но зачем делать новую сенсацию там, где можно просто получить сумму и все? Его лицо подрагивало, как будто он готов был расплакаться. Конечно, я виноват. Но при всей твоей добродетели, я помню, что много раз до этого я тоже был виноват не меньше. Ужасно! Но еще ужаснее, что вы стоите передо мной, не раскаиваясь в том, что открыли дверь Панчиту Ткану. Не рвете на себе волосы от того, что грабитель, мучитель вдов и сирот был принят вами с улыбкой. Не чудовищно ли это при вашем военном звании, которое заставляет иметь некоторое мужество? Статика сделал несколько жестов руками, как будто желая защититься от гневных слов. Знаешь, милый Петр, я подумал о том, что уже больше 10 лет ты живешь у меня, но никогда не накопишь на свой маленький дом.
А сейчас я подобрал для тебя прекрасный вариант. Скромный межгалактический корабль. Живи, занимайся перевозками. Я куплю тебе его. Это подарок за верную службу. Прими его, пожалуйста, мой добрый друг. Я не предал человечество с его понятием о чести. Статика, вы хотите меня купить? Не думай, что во мне есть только желание окружить себя шутами и подлизами. Я не хочу оскорблять твое чувство, а корабль славный. Подпиши вот тут. Может быть, я хочу вас спросить, как покинуть этот дом немедленно? Да, не трудитесь. Мне не нужно даров. Среди ваших гостей я исключение исправил. Дальше мы беседовали около часа, но несмотря на его извинения, заверения в дружбе, обещание оставить меня навсегда без малейшего замечания в лучших покоях дома, я был непреклонен. Наутро я с вещами навсегда покинул его корабль. Точнее, пошел к выходу, там приложил мой пропуск, дверь не выпустила меня. Я колотил по ней, ломал замок, вскрыл коробку и попытался соединить провода аварийного открытия. Наверное, случайно, меня ударило электрическим током, и я потерял сознание. Я пришел в себя на своей кровати от какого-то хрюкающего звука. Оказалось, что это были слезы и упреки Матриноны и жалкие оправдания Статики. Увидев, что я очнулся, они запричитали, что не хотели мне причинить неприятности и не хочу пересказывать. На второй день мне стало легче. Я, шатаясь, дошел до сада. И там услышал то, что Статика никогда не закричит на всю улицу. Он разговаривал со своими любимыми воспитанниками-сиротами. Они сделали интересное открытие. Уверен, их объяснения правдивы. Им нужны были деньги. Но хозяин как-то вертляво объяснял, что нужной небольшой суммы у него нет и в ближайшее время не будет. От его слов я явно поперхнулся и демонстративно прошел мимо, показав, что я слышал все. 10 минут на размышлениях, и я знал, что делать. Внизу раздавались звуки музыки, сегодня был прием с танцами. Я спустился туда, посмотрел на вдохновленное счастьем лица и взял микрофон. Меня узнали и умолкли. Пресса уже настроила аппаратуру. Я объявляю вам, что только что командор Статика признал инновацию своих воспитанников Ратута и Самату настолько плохой, что он не будет его финансировать. Он внимательно следит за ними. И это значит, что они бездарные и негодные изобретатели. Никогда не давайте им денег, если они попросят у вас. Его отказ – признание их самыми негодными и даже мошенническими разработчиками. Конец моей речи услышали они трое. Сироты выбежали из зала. Я поднялся в свою комнату, с трудом собрал вещи, и мне наконец удалось покинуть корабль Статики вместе с удирающими гостями. Я хорошо спрятался. Моя каморка на планете была такая же бедная, как на Земле. Уже 2 недели я слушал по телевидению, как Статика оплатил своим якобы любимым сиротам все, что нужно для научной разработки, и та, по мнению лучших ученых, была прекрасна. Его финансирование окупится 100-кратно. Сейчас сам Статика с Матриноной и свитой уже 6 часов сидят за моей дверью и просят простить его и вернуться. Но я не предам человечеству и его понятия о чести. Не мне церемониться с такими, как он. Я вернусь и буду снова не давать превращать дурное дело в лицемерно-добродушное. Не дам подчиняться дурным и мелочным страстям даже военному. Научу жертвовать мнимыми выгодами. Я не предам своих. Если вы любите фантастику об умении не предавать, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео, помогите в продвижении канала среди своих друзей.